Перед вами белый налет на рабочей печатной плате. Это не грязь и не пыль. Это отметка того, что зазор уже работает как электрохимическая ячейка, и если ничего не предпринять, то ваша плата обречена. А если махнуть рукой, то дальше сценарий будет стандартный. Растут токи утечки, падает сопротивление изоляции, и при удаче появляется короткое замыкание. Сегодня только о практике. Сначала разбираем белый налет и белые осадки. Состав, химический режим в зазоре и корректная очистка без повреждения маски. Затем оловянный дендрит. Какие реакции дают рост, почему на минусе идут выделяется газ и как это связано с локальной щелочностью. Потом миграция меди, синяя и зеленая полоса и рост черного дендрита с объяснением, почему часть ионов не доходит до катода и где они переходят в твердую фазу. В конце чек-лист действий, что делать сразу, что измерить и что поменять в процессе, чтобы это не вернулось. Коротко про технику эксперимента и про оборудование. Для съемок использованы реальные печатные платы из старых проектов. В опытах с оловом использован фрагмент посадочного места под распространенный модуль на основе ESP-32. Это плата с черной паяльной маской. Для опытов с медью использовались две параллельные дорожки шириной 0,2 мм и с зазором тоже 0,2 мм. И это плата с белой паяльной маской. В кадре микроскопы, используемые для съемки, конечно, качество картинки при съемке ниже среднего, но для повседневных рабочих задач они вполне подходят. Блок питания и ограничивающий резистор, он же шунт для измерения тока, все наблюдения за параметрами процесса посредством осциллографа. Тут же и склянка с секретным электролитом, и, конечно же, изопропиловый спирт для подготовки поверхности. Пора разобраться, что же происходит на плате, что запускает процесс. Рассмотрим процессы с оловом. Вещество, образующее белый налет, появляется тогда, когда на поверхности платы возникает электролитический мост, для возникновения которого нужно три условия. Первое – это влага, не обязательно капли, достаточно тонкой пленки на поверхности. Второе – ионная загрязненность, остатки флюса, активаторы, соли, следы технологических растворов, все, что растворяется и делает жидкость проводящей. Третье – конечно же, электрическое смещение между проводниками. Дальше включается электрохимия. На аноде олова электрохимически окисляется и переходит в электролит в виде ионов олова. Эти ионы дрейфуют в электрическом поле к катоду. И то, что видно во всех наших видео, на минусе всегда идет газообразование. Это почти всегда водород. На минусе электроны тратятся не только на осаждение металла, но и на восстановление воды. При этом выделяется водород и образуются гидроксид-ионы. Гидроксид-ионы делают среду у отрицательного электрода щелочной. То есть газообразование – это индикатор того, что у электрода сформировался щелочной фронт. Другими словами, это видимый маркер того, что реакция уже формирует химию осадка в зазоре. Если в пленке есть растворенный кислород, часть тока уходит на его восстановление. Газа может быть меньше, но результат тот же. Образуются гидроксид-ионы, и щелочность у отрицательного электрода растет. И важная инженерная деталь. Скорость крайне нелинейна по влажности, поэтому отказ часто выглядит как резкое изменение параметров системы. Из чего состоит белый налет? Белый налет на печатной плате почти никогда не является одним веществом. Обычно это смесь. Первая часть – это растворимые ионные остатки. Это то, что было на поверхности до процесса. Компоненты флюса и технологические ионы, которые после высыхания кристаллизуются. Обратите внимание, на этом фото часть налета имеет кристаллическую структуру. Это и есть компоненты электролита. А вот вторая часть – это продукты коррозии олова. В щелочной зоне у катода ионы олова легко переходят в гидроксиды и выпадают белым осадком. Дальше часть осадка дегидратируется в оксид и тоже выглядит белым. Сейчас вы видите процесс образования этого вещества. Ответ на вопрос, почему ионы не достигают цели, звучит так. Чтобы ион олова дошел до катода и восстановился в металл, он должен оставаться растворимым. Но у катода из-за пузырьков водорода появляется щелочность. Когда ион олова попадает в эту область, он часто переходит в твердую фазу – гидроксид. Твердая фаза уже не дрейфует в электрическом поле, поэтому перенос частично блокируется, и в зазоре накапливается белый осадок. Но ситуация может резко трансформироваться, и тогда характер процесса изменится, и скорость роста дендрита резко увеличивается. И, наконец, мы добрались до самого зрелищного момента этого процесса, и сейчас мы увидим ответ на вопрос.
А что происходит, если ионам все же удается обойти эту белую стену или прорваться через нее? Момент пробоя. Как запускается оловянный дендрит? Пока у минуса держится щелочный фронт, значительная часть олова выпадает в белую фазу. Это тормозит перенос. Металл из раствора превращается в твердый осадок и перестает быть переносчиком заряда. Но в этом сценарии развития процесса возникает поток, направленный в правый нижний угол кадра. И этот поток сдвигает границу этой зоны белого барьера. Правый угол контактной площадки остается открытым. И ионы начинают доходить до катода прямо сейчас. Дальше все просто. На катоде запускается электроосаждение, появляется первая игла, и поле делает из нее направляющую. Поэтому рост выглядит мгновенным. Дендрит заполняет все доступное пространство и создает короткое замыкание между контактными площадками. Это финал. Ток в электролите исчез. Процессы остановились. Вторая ситуация выглядит еще драматичнее. Дендрит как будто прорывается через белый осадок. В реальности белая зона — это не сплошная преграда. Это рыхлый неоднородный осадок. Внутри остаются свободные каналы, и по этим каналам продолжается перенос ионов. Когда в одном из каналов условия становятся достаточными, то есть ион дошел до отрицательного электрода и восстановился, то дальше ветвь растет уже как проводник, вытягиваясь по линиям электрического поля. Как только ветвь дает проводящий путь, ток в зазоре растет, катодная реакция ускоряется, и на уже существующей ветви начинает осаждаться еще больше металла. Дендрит перестает быть хрупким мостиком и превращается в вполне приличное низкоомное соединение, которое может доставить много неприятностей. С оловянными дендритами стало более-менее понятно. Тогда перейдем к рассмотрению, как ведет себя медь. Там все развивается динамичнее. И об этом прямо сейчас. Миграция меди. Зеленая полоса и черный дендрит. Теперь объект нашего интереса — это медь. И по этой документальной съемке мы разберемся, что там происходит. Сначала появляется зеленая, иногда сине-зеленая полоса. Это зона, где ионы меди дошли до области повышенной щелочности и выпали в твердую фазу. У катода идет восстановление воды с выделением водорода. Вместе с этим образуются гидроксид-ионы, и показатель кислотности у минуса смещается в щелочную сторону. Пока медь идет как ионы, она переносится электрическим полем. Но как только ион меди встречается с гидроксид-ионами, он превращается в гидроксид меди и выпадает в осадок. Осадок уже не дрейфует в поле, поэтому часть потока останавливается именно в этой зоне. В кадре это и выглядит как зеленая полоса. Дальше зона темнеет. Это нормальная химия. Гидроксид меди постепенно переходит в оксидные формы, и визуально цвет уходит в темный. И вот момент, когда процесс становится опасным. Та часть меди, которая удерживается в растворимой форме и реально доходит до катода, начинает осаждаться металлом. Появляется первая проводящая ветвь – дендрит. Как только ветвь дает более проводящий путь, ток в зазоре растет, катодные реакции ускоряются, и дендрит начинает утолщаться. Поэтому в видео рост выглядит как сначала осадок, а потом сразу мост. Практический вывод тот же, что и для олова. До дендрита можно успеть очистить и восстановить изоляцию. После появления дендрита вы уже обязаны проверять сопротивление изоляции и искать первопричину, иначе это будет повторяться. Как это сделать, ищите в нашем чек-листе. Чек-лист. Если вы обнаружили белый налет, белые осадки или оловянные дендриты или признаки миграции меди на плате, действуйте по чек-листу. Первое. Выключите питание и не включайте повторно до полного завершения процедуры очистки. Второе. Зафиксируйте состояние. Сделайте фото с хорошим увеличением. Это пригодится для поиска причины. Третье. Попробуйте определить тип загрязнения. Если налет хорошо отмывается водой и дает проводимость смыва, это, скорее всего, растворимые ионные остатки. Если отмывается плохо и выглядит как продукт коррозии, то готовьтесь к более тщательной обработке и контролю изоляции. Четвертое. Проведите очистку в правильной последовательности. Деионизированная вода. Затем, при необходимости, водный отмывочный состав. Затем обязательное ополаскивание деионизированной водой. Далее вытеснение влаги спиртом и контролируемая сушка. Пятое.
Контроль результата. Минимум – это визуальный контроль под увеличением. Правильнее и надежнее – это измерение сопротивления изоляции между проблемными цепями в сухом состоянии. Шестое. Найдите причину. Это почти всегда сочетание влаги и ионов, остатки флюса, недостаточная промывка, неправильный режим сушки, дефекты покрытия, капиллярные карманы под лаком или слишком малые зазоры в зоне высокого поля. И главный вывод для инженера: если вы видите белый налет, белые осадки или дендриты в межпроводниковом зазоре, это не единичная точка загрязнения. Это признак того, что на плате уже есть электролитический режим. Убирать нужно не только след, но и условия, которые его включили. Это был выпуск серии «Лаборатория инженера» на канале Алчи. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. На Бусти много полезной информации по теме выпусков, есть отдельный каталог выпусков на сайте и телеграм-канал, чтобы ничего не пропустить. Пока, до новых выпусков!